Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет, слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. С ними мы уже работали, даже с такой палитрой работали. И с узорчиком для новой шали. В копилочку ваших, так скажем, узорчиков для шали. Итак, давайте по порядку. Новички, кто еще с такой ниточкой не работал, знакомьтесь. Alize, Angora Gold, Simli. Моточки по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров по составу. 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. Видите, как блестит. Так, дальше. Нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. И пока не забыла, назову цвет. 757. На камеру, в принципе, передается такой, какой он есть на самом деле. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Не обязательно такую, которую показываю я, это не принципиально. Берете свою пряжу, самое главное, точно так же прочитаете инструкцию, аннотацию и подберете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем новую шальку? Итак, схему к сегодняшней шальке я прикладываю. В принципе, все читабельно, все понятно. Еще и разноцветная схемка. То есть понятно, да? Начинаем мы от центра внизу. И дальше у нас расходится шалька по сторонам. И, естественно, вверх. Поняли, да? Смотрите, кто уже умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. А кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно смотрите, как мы провязываем тот или иной элемент и как он обозначается в схемке. Угу. Так вы быстро научитесь работать самостоятельно в будущем с любыми схемками. Итак, смотрим внимательно, начинаем снизу с центра. Так, делаем петельку в начале фиксации. И эту петельку при наборе петелек мы не считаем. Так, теперь смотрите, воздушная петелька по центру, 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Возвращаемся к первой петельке, о которой мы говорили, по центру она. Вот она, петелька. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это столбик будет с 2 накидами. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь 1 накид. Возвращаемся сюда же к первой петельке. И провязываем столбик с 1 накидом по 2 петельки. 2, 2. Вот такая вот как бы рогаточка получается. Дальше. Накид. Возвращаемся сюда же в эту же петельку. И провязываем столбик с накидом по 2 петельки. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И здесь, будьте внимательны, делаем 2 накида. 1, 2. Опять вернулись к первой петельке и провязали столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Угу. Вот что у вас по итогу получается. И заканчиваем мы ряд столбиком с 2 накидами. 1, 2. В эту же петельку вернулись в первую и закончили ряд. Все. Ничего сложного, видите? Вот такая первоначальная картина. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Делаем 1 воздушную петельку по узорчику. Получается итого 5 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем накид. И вот наша арочка из 3 воздушных петелек. Работаем с ней. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули и не провязываем. Держим на крючке. Считаем 1. Накид. Сюда же 2. Накид. Сюда же 3. Теперь все провязали до 2 петелек на крючке. Зафиксировали.
Вот такой пышный столбик. 2 воздушные петельки. Раз, два. Точно так же в арочку ныряем. Точно такой же пышный столбик делаем. Раз, два, три. Провязали до 2 петелек на цепочке, на крючке. И провязали вместе 2 петельки. Зафиксировали наш пышный столбик. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Третий пышный столбик делаем. Раз. Набираем петельки с накидом 2, 3. Провязали, зафиксировали. И 2 воздушные петельки. Раз, два. Последний пышный столбик. Точно так же. Раз, два, три. Все вместе провязали и зафиксировали. Вот у нас получается из одной рогаточки вышли вот такие вот интересные 4 пышных столбика, как бы веерочек образуют. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот на следующую арочку из 3 воздушных петелек. И делаем точно такие же 4 пышных столбика. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же опять второй пышный столбик. Раз, два, три. Провязали до 2 петелек, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Третий пышный столбик сюда же. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И последний 4 пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Дальше 1 воздушная петелька, 2 накида. И помните, мы сделали 4 петельки подъема, да? Раз, два, три, 4. В 4 петельку нырнули. Аккуратненько. И провязали столбик с 2 накидами. Угу. Вот что у нас получается по итогу второй ряд нашего вязания. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, идем дальше. Следующий ряд получается третий. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поняли, да? Мы будем начинать каждый ряд 4 воздушные петельки и заканчивать каждый ряд столбик с 2 накидами. Будьте внимательны. Итак, поворот. Теперь смотрите, вот нашу первую арочку. Тут была 1 воздушная петелька. 2 накида. В эту арочку нырнули и провязали столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид 1. Будьте внимательны. И в эту же арочку нырнули и провязали столбик с 1 накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот у нас получается здесь 4 пышных столбика. Раз, два, три, 4. Работаем со вторым и с третьим. Итак, беремся за верхушку второго пышного столбика и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Беремся за верхушку третьего по порядку столбика. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся. Вот центральная наша арочка. То есть между пышными столбиками. Левыми, правыми. Вот центральная арочка. И в нее провязываем столбик с 1 накидом в начале. Будьте внимательны. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Следующий столбик сюда же будет с 2 накидами. Угу. 2, 2, 2 петельки. Теперь смотрите внимательно. Опять делаем столбик с 2 накидами сюда же. Сразу же, без воздушных петелек. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вернулись сюда же, в эту большую арочку, столбик с 1 накидом. Поняли? То есть получается, центральные столбики у нас будут высокие самые. Вот такая картина получается. Теперь с левой стороны повторяем все то же самое, что мы провязали с правой. Тут несложно.
Итак, после вот этой арочки 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять вот наши 4 пышных столбика. Работаем со вторым и с третьим. Вначале за верхушку второго столбика провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. За верхушку третьего столбика столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот наша последняя арочка из одной воздушной петельки. Будьте внимательны. Сначала столбик с одним накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же столбик с двумя накидами. Оп. 2, 2, 2. Несложно. А вот теперь заканчиваем наш ряд. Столбик с двумя накидами. Отсчитываем четвертую петельку подъема. Раз, два, три, четыре. И в четвертую петельку провязываем столбик с двумя накидами. Угу. Получается, столбиками с двумя накидами мы как бы удлиняем, да, по бокам нашу шальку и в высоту. Да? Вот наши центральные 2 столбика с двумя накидами. Как вам? Не сложно? Идем дальше. Итак, для начала делаем 4 петельки воздушные подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Переключаемся, получается, на нашу самую первую арочку. Вот она, самая первая арочка. И в нее провязываем точно так же 4 пышных столбика. Итак, набор начинается петелек. Накид подтянули. Раз, два, три. Провязали и обязательно зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же. Второй такой же столбик пышный. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Третий пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. И 2 воздушные петельки. Последний столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Вот наши 4 пышных столбика. Дальше смотрите, что делаем. Вот у нас была центральная арочка. Помните, мы провязывали ее столбик без накида, между ними 3 воздушные петельки. Работаем вот с этой арочкой. Провязываем столбик с одним накидом. Раз. 2 воздушные петельки, будьте внимательны. И сюда же столбик с накидом 2. Вот такая маленькая арочка. Дальше переключаемся, получается, вот на нашу практически как бы центральную, да, большую такую арочку. Провязываем точно так же 4 пышных столбика. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же второй пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Третий раз. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же четвертый раз. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Вот здесь получается был 1 веерочек из пышных столбиков. Здесь уже 2 веерочка. И смотрите, еще какой момент хотела уточнить. Вы можете делать не по 3 петельки и 3 накида, вы можете делать по 4, по 5, 6, 7, хоть 10. Так? Смотреться пышные столбики будет более эффектно, но пряжа скушает больше. Но обязательно попробуйте, сделайте побольше накидов, да, побольше петелек. Посмотрите, как вам больше понравится. Возможно, вы будете делать как раз из большего количества петелек, но пряжа скушает больше. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся вот в нашу центральную большую такую арочку. И в нее будем провязывать точно так же 4 пышных столбика. Угу. Дальше в нашу маленькую арочку провяжем маленькую, получается, рогаточку. И в последнюю, вот в эту большую арочку, провяжем тоже
4 пышных столбика. То есть ваша задача повторить все то же самое, что мы провязали справа. С правой стороны вы сами провязываете все с левой стороны. Справитесь? Я думаю, справитесь. Схемка перед вами. Давайте встречаемся в конце ряда. Угу. Так, смотрите, вот мы провязали с вами правую сторону, да? Вы должны были самостоятельно провязать левую сторону, 4 пышных столбика, арочка маленькая и еще 4 пышных столбика. Смотрите, я для сравнения вот эти вот пышные столбики решила провязать не с 3 петельками, 3 накидами, а 5 петелек и 5 накидов. Как вам? Посмотрите, как выглядят данные пышные столбики и как данные пышные столбики. Они выглядят более помощнее, да, более эффектно, видите? Так что как бы выбирайте. Либо можете вязать побольше, либо ставить, как есть по схемке, по 3 петельки, по 3 накида. Угу. Давайте сейчас вернусь еще раз по 3 петельки, 3 накида провяжу, и мы с вами закончим ряд. Так, смотрите, вот я провязала опять по 3 накида, по 3 петельки. Как мы заканчиваем наш ряд? После последнего пышного столбика делаем воздушную петельку. Как и договаривались, заканчиваем ряд столбиком с 2 накидами. 2 накида. И вот там, где наши были петельки подъема, так, в 4-ю петельку провязываем столбик с 2 накидами. Беремся поудобнее и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Все. После ряда с пышными столбиками, вот ряд с пышными столбиками, у нас был ряд с, как бы, назовем его, ну, как бы с арочками, с рогаточками, да? Итак, для начала, как всегда, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. Там, где у нас была арочка из 1 воздушной петельки, смотрите, провязываем в начале столбик с 2 накидами. Так, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же столбик с 1 накидом. Помните, да? Все, вот такая рогаточка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся на пышные столбики. Точно так же, как в предыдущем ряду, мы работаем со 2-м и с 3-м столбиком. 2-м, 3-м. Верхушка 2-го столбика, столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Верхушка 3-го столбика, столбик без накида. Есть. Вот. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. У нас здесь, помните, была такая небольшая рогаточка. Мы в нее провязываем еще одну рогаточку. Столбик с 1 накидом. И здесь будут 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись сюда же. Столбик с 1 накидом. Угу. То здесь у нас получается пышные столбики. Арочка, рогаточка, рогаточка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пышные столбики. Работаем со 2-м и с 3-м. За 2-й столбик, за верхушку беремся столбиком без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Верхушка 3-го столбика. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот получается наша центральная арочка. Мы в нее будем провязывать точно такие же 2 рогаточки. Вначале столбик с 1 накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И центральный, получается, столбик будет с 2 накидами. Столбик с 2 накидами. Вот, видите, вот эта арочка левая. Ну, правая, левая. Правая теперь будет левая. Столбик с 2 накидами. То есть зеркально наоборот. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же арочку, столбик с 1 накидом. Поняли, да? Вот эти 2 центральных столбика с 2 накидами. Вот как и здесь. Все, и дальше вы по порядку идете с левой стороны точно так же, как мы провязывали с правой. Справитесь? Давайте, схемка перед вами, а я вас встречу в конце ряда. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Все то же самое повторили. Вот получается, у нас здесь маленькие были арочки. Тут рогаточка, так, арочка и в конце рогаточка. Опять
столбик с одним накидом, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с двумя накидами. Помните, да? И заканчиваем ряд 2 накида в четвертую, получается, петельку подъема. 1, 2, 3, 4. Провязываем столбик с двумя накидами. Все, на этом наш ряд закончен. Следующий, получается, ряд у нас будет все наши арочки, которые мы провязывали, рогаточки, вот они. Большая, видите? Большая, большая. Здесь будут находиться опять по 4 пышных столбика. Поняли, да? То есть здесь у нас получается 1 веерочек из пышных столбиков, 2 веерочка из пышных столбиков. Здесь уже будут 3 веерочка из пышных столбиков. Итак, для начала 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. 5 получается этого воздушных петелек. Вот наша первая рогаточка большая. В нее провязываем пышные столбики в количестве 4 штук. Тут мы уже с вами умеем, да, вязать. 2 воздушные петельки. Сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Сюда же. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И 4-й раз. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот наш первый веерочек из пышных столбиков. Дальше смотрите, там, где у нас была небольшая арочка, вот такая вот, да, над пышными столбиками, мы сюда провязываем столбик с накидом. 1. И здесь у нас будут 2 воздушные петельки. 1, 2. Маленькая рогатка. И сюда же столбик с накидом. Дальше опять переключаемся вот на нашу рогаточку и провязываем точно так же пышные столбики. 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. То есть я здесь не останавливаюсь. Я здесь провязываю быстро, потому что вы уже умеете провязывать это, да? Покажу вам просто как бы эту сторону. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот видите, 1 веерочек, 2 веерочек. Дальше получается переключаемся вот на нашу арочку и здесь делаем маленькую рогатку. Столбик с накидом 1. Здесь будут 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2. Угу. Дальше опять переключаемся. Вот наши центральные будут, получается, пышные столбики. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Сюда же 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И 4-й раз. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Поняли, да? Вот. Веерочек, 2 веерочка, 3 веерочка из пышных столбиков. Дальше, чтобы переключиться на противоположную сторону, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся на следующую, получается, рогаточку. И повторяем все то же самое. Значит, здесь у нас будут пышные столбики. Так, здесь у нас будет маленькая рогатка. Пышные столбики. Маленькая рогатка. Пышные столбики. Угу. Давайте самостоятельно. И здесь я вас в конце ряда встречу. Уже все будет повторение. Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот провязали с этой стороны тоже 3 таких вот веерочка из пышных столбиков. Ничего сложного, да? И как мы заканчиваем наш ряд? После последнего пышного столбика воздушная петелька, 2 накида. И там, где у нас было 4 петельки подъема, в 4-ю петельку столбик с 2 накидами. Все, смотрите, то есть получается
Мы с вами уже провязали, так скажем, достаточно рядов, чтобы понять принцип узорчика. В одном ряду у нас вяжутся пышные столбики, в следующем у нас вяжутся рогаточки с арочками. Так. Опять пышные столбики, рогатки, пышные столбики, рогатки. Ничего сложного. Над пышными столбиками у нас получается здесь маленькая арочка, 2 рогатки. Пышные столбики, арочка, 2 рогатки. Все. Вообще ничего сложного. И так вы повторяете каждый раз. То есть получается, вы сейчас здесь делаете опять рогатку, здесь рогатку, третью рогатку и центральную рогатку. Уже будет 4, получается, веерочка из пышных столбиков. Поняли, да? То есть все. И там, где были рогаточки, пышные столбики, а после пышных столбиков опять новые рогаточки. Как вам? Я думаю, что самая легкая, самая простая шаль. Схемка перед вами. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что будет очень даже интересно и симпатично, да? Встречаемся через несколько рядочков. Давайте у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Ну, понятно, да? Видно уже, 2 рядочка сменяют друг друга, ничего сложного. Здесь получается у меня уже 6 веерочков из пышных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и получается с этой стороны то же самое. 2 рядочка, так скажем, шаль, отдыхалочка, да? Новички справятся однозначно. Опытные мастера, так скажем, захотят отдохнуть и какой-то сложной большой вещи могут спокойно связать, ну, буквально за 2 вечера, либо за 1 день целенаправленно, если задаться целью, потому что воздушных петелек очень много, узорчик растет очень быстро. Поэтому шаль получится быстро. Единственное, что запаситесь пряжей, потому что пышные столбики кушают пряжу. Помните, да? Итак, по поводу обвязки. Что здесь можно придумать? Непосредственно в схемке обвязки не было, но я так понимаю, что там, где у нас шея, да, поняли, да, что это шея, можно обойтись просто столбиками без накида, чтобы не усложнять. А там, где у нас вот такие вот, получается, веерочки, вы можете на любом этапе, так скажем, остановиться, который вам больше всего нравится. Можете сделать свою обвязку, какую захотите. Можете точно так же столбиками без накида. Может быть, в пико. Может быть, просто найдете интересную обвязку и ее примените. Тут на ваше усмотрение. Нет строгих правил. Можете бахрому сделать, да, подлиннее. То есть, опять же, на нее рассчитывайте пряжу. Угу, не забывайте, что она тоже кушает много ниточек. Все, и шаль у вас будет шикарно. Любого цвета, любой расцветки. Опять же, пробуйте, вяжите из любого материала. Потоньше, потолще. Будет смотреться один и тот же узорчик по-разному. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Уведомления о новинках будут приходить к вам. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно оставляйте комментарии, они помогают продвижению канала. Заранее спасибо вам большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.